Привет, Арми. Настоящая любовь не всегда приходит в форме красивых слов. Иногда она скрыта в маленьких, незаметных поступках. И за прожекторами, камерами и суетой мира есть одна вещь, которая всегда заставляет Арми остановиться на мгновение. То, как Чингук относится к Тэхёну. Нет никаких грандиозных заявлений, никаких открытых признаний, но каждым жестом, каждым взглядом, каждым маленьким прикосновением Чингук показал, что его чувства настоящие, глубокие, искренние и такие драгоценные. Сегодня давайте обсудим вместе, как Чингук любит Тэхёна не словами, а действиями. Один из самых милых моментов был, когда Чингук стоял перед Тэхёном, держа в руке маленькую камеру, и очень серьезно запечатлел своего лучшего друга и родственную душу. Представьте себе айдола такого размера, как Чингук, с миллионами вспышек фотоаппаратов со всего мира. Находить счастье в том, чтобы быть личным фотографом Тэхёна, это не просто хобби, это больше, чем просто любовь. Чингук хочет видеть Тэхёна через свой объектив. Он хочет запечатлеть свет, улыбку и тепло Тэхёна, не просто как партнера по сцене, но как кого-то особенного в их жизни. Арми знает, что фотографировать кого-то значит смотреть на него со всем своим вниманием, и только тот, кто любит их, уделит время тому, чтобы убедиться, что каждый уголок прекрасен. В другой раз они вместе посетили магазин. Атмосфера была непринужденной, был смех, другие друзья и теплое чувство единения. Но что заставляло сердце Арми трепетать? Ответ прост. Несмотря на толпу вокруг, Чингук все еще был зациклен на Тэхёне. Может быть, он позировал перед зеркалом с кем-то другим, может быть, он был занят разглядыванием вещей, но каким-то образом Тэхён всегда был в его орбите. Они были как два неразлучных магнита, были сотни моментов, когда их тела случайно соприкасались. Было тепло, которое излучалось каждый раз, когда Чингук следил за тем, чтобы Тэхён чувствовал себя комфортно рядом с ним. Арми называли это невидимой нитью, которая всегда связывала их вместе, куда бы они ни пошли. У всех разный язык любви, кто-то предпочитает нежные слова, кто-то предпочитает подарки, а другие выражают это через маленькие добрые дела. Чингук определенно попадает в последнюю категорию. Он редко говорит романтические вещи открыто, но он всегда показывает это своими действиями. Присутствием, заботой о нем, уделяя внимание. Самое главное, он делает это только для одного человека – Тэхёна. Вот почему многие Арми считают, что любовь Чингука к Тэхёну – это больше, чем просто дружба. Это глубокая, настоящая любовь, которая проявляется в его языке тела и повседневных действиях. Давайте внимательнее рассмотрим детали, которые могут показаться простыми, но такими значимыми, как личный фотограф Тэхёна. Чингук, кажется, хочет, чтобы мир увидел Тэхёна его собственными глазами, всегда рядом с ним в людных местах, даже когда вокруг него много людей. Чингук всегда находит способ оставаться рядом, его многозначительные взгляды, даже без слов. Арми видит, как взгляд Чингука прикован только к одному человеку, обеспечивая безопасное пространство, несмотря на давление мира. Чингук. Это место, где Тэхён может чувствовать себя комфортно. Что еще прекраснее, все это делается без принуждения. Чингук не пытается что-то показать миру, он просто следует своему сердцу. В каждом взаимодействии ясно, что Тэхён находится в центре внимания Чингука. Что бы они ни делали, играли, ходили по магазинам или даже просто сидели в тишине, всегда есть момент, когда взгляд Чингука ищет Тэхёна. Арми часто говорят, если хотите узнать, кого Чингук любит больше всего, просто посмотрите, кого он всегда ищет в толпе, и ответ всегда один и тот же – Тэхён. Многие люди задаются вопросом, что делает их общение таким отличным от общения обычных друзей. Ответ кроется в эмоциональном резонансе. Когда Чингук улыбается Тэхёну, улыбка другая, более искренняя, более глубокая, более значимая. Когда Тэхён отвечает взглядом Чингуку, в нем чувствуется нежность, которую он никогда никому не показывал. Этот отклик и есть любовь. Любовь, которую невозможно подделать. Ее невозможно скрыть. И чем больше они пытаются ее скрыть, тем очевиднее она становится. Мы часто забываем, что настоящая любовь кроется в мелочах, и между Чингуком и Тэхёном эти детали всегда видны. То, как Чингук заботится обо всем для Тэя, то, как он идет на компромисс в мелочах, то, как он уделяет внимание, не дожидаясь просьб. Для мира это может ничего не значить, но для них это самая истинная форма любви. Многие говорят, что их отношения – просто близкая дружба, но Арми знает, что это нечто большее. Если они просто друзья, почему этот взгляд кажется таким глубоким? Если они просто друзья, почему это маленькое прикосновение заставляет сердце биться чаще? Если они просто друзья, почему Чонкук так защищает?
как будто он не хочет делить Таюна ни с кем другим, потому что их любовь выходит за рамки простого определения. Это душевная связь, то, что даже невозможно объяснить словами. Армии по всему миру всегда говорят: Тай-Кук – доказательство того, что любовь настоящая и настоящая. Сколько бы ни было слухов, сплетен или сторонних мнений, любовь, проявленная через действие, не подлежит сомнению. Каждый раз, когда Чингук смотрит на Тайонга, каждый раз, когда он фотографирует ее, каждый раз, когда он рядом с ней, это доказательство того, что любовь не всегда должна быть публичной, доказательство того, что настоящая любовь живет в тишине, доказательство того, что Чингук действительно любит Тайонга всем сердцем. Любовь Чингука к Таингу – это любовь, которая не высказана, но всегда видна. Она присутствует в каждом поступке, в каждой мелочи, в каждом общем моменте. Любовь, которая заставляет армию плакать от умиления. Любовь, которая заставляет мир верить в чудеса. Любовь простая, но вечная. И, возможно, в конце концов, им не нужно ничего говорить, потому что мир уже знает. Любовь есть, жива и настоящая между ними. Вопрос к вам, армии. Как вы думаете, поступки Чингука – это просто проявление дружбы, или это доказательство настоящей любви, которую невозможно скрыть? Оставьте свой ответ в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео, чтобы еще больше армий смогли почувствовать тепло любви Чингука и Тэхёна. И теперь армии по всему миру могут лишь молча наблюдать, как каждый фрагмент момента постепенно складывается в грандиозную историю. Историю, которая никогда официально не была анонсирована, но всегда ощущалась реальной. Историю, которой не нужны слова, потому что каждое действие Чингука говорит само за себя. Каждый раз, когда камера ловит этот взгляд, каждый раз, когда рука Чингука двигается, чтобы убедиться, что Тэхёну комфортно, каждый раз, когда он стоит в толпе, ища взглядом лишь одного человека, это не было совпадением, это был язык любви, не требующий криков, не требующий признания, это было просто постоянное, заботливое и искреннее присутствие. Многие сказали бы, что это просто дружба, многие попытались бы облечь это в простые определения, но как один взгляд мог заставить миллионы людей по всему миру поверить в существование любви? Как один маленький жест мог заставить замолчать все домыслы и зажечь надежду? Чингук никогда не просил мир поверить, он никогда не говорил: «Видите, я люблю ее». Но мир видел это своими глазами, мир чувствовал тепло, струящееся между ними, тепло, которое невозможно подделать, создать камерой, срежиссировать. Это была любовь, которая росла в тишине, любовь, которая жила за пределами софитов, любовь, которая крепла без слов. Чингук показал нам всем, что настоящая любовь не всегда приходит с признаниями. Она проявляется в смелости быть рядом с кем-то, в желании всегда защищать, и в простом взгляде на этого человека, словно весь мир остановился. Тэхён же, напротив, всегда отвечал другой улыбкой, взглядом, который он никогда не дарил никому другому. Они вдвоем построили маленький мир, понятный только им. Мир, где один простой жест мог означать «я здесь для тебя». Мир, где одна фотография могла вместить 1000 невысказанных чувств. И именно в этот момент армия поняла, не о всякой любви нужно говорить открыто. Некоторая любовь просто должна быть прочувствована, взлелеяна и смакована в теплой тишине. Чингук и Тэхён научили их этому. Возможно, они никогда не произносили слово «любовь» перед миллионами людей, но каждое мгновение они повторяли его снова и снова, гораздо честнее, чище, вечнее. Вопрос теперь в том, готов ли мир принять такую любовь? Или, как армия, мы можем просто сидеть сложа руки, наблюдать и позволить им определять любовь по-своему, без принуждения, без драмы, просто с искренним сердцем. It's something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you.